Всем привет! Добро пожаловать на канал Зеленая планета. Сегодня расскажу, как я сделал капельный полив из бутылки, который можно легко настроить на один день, неделю, месяц, насколько вам нужно, в зависимости от ситуации и размеров растения. Берем 2-литровую бутылку. Отмеряем примерно сантиметров 10 от дна и аккуратно отрезаем. Далее отрезанное дно нужно вдавить в землю. Немного присыпать вокруг землей и уплотнить, чтобы оно было устойчивым. Ничем больше укреплять не нужно. Вставляем 1,5-литровую бутылку и отмеряем уровень маркером, или просто можно запомнить, где находится уровень. Ниже уровня сантиметра на 2 нужно сделать отверстие. Отверстие должно быть примерно сантиметр на сантиметр или немного больше. Если в такую бутылку набрать воду и поставить на землю, то в бутылку должен постоянно поступать воздух. Если пузырьки воздуха останавливаются, отверстие нужно увеличить. Для того, чтобы равномерно набирать воду из бутылки, будем использовать капиллярные свойства любой материи. Для этого берем кусок фольги и полоску любой тряпки шириной сантиметра 2 и длиной, как вам необходимо. Тряпка должна быть влажной для того, чтобы полив заработал быстрее. Заворачиваем тряпку в фольгу и немного уплотняем. Но без усилий, ничего не пережимаем. Сгибаем полученный носик и вставляем в дно бутылки. Далее в 1,5-литровой бутылке закрываем пальцем отверстие, набираем воду и вставляем в дно. Немного приподнимаем бутылку, пока вода полностью не заполнит все дно. Это необходимо для того, чтобы полив начал работать. Итак, вода заполнена до уровня, носик находится немного ниже, чем отверстие в бутылке. Через 5-10 минут вода начинает капать. Но вначале капает очень быстро. Чтобы отрегулировать скорость полива, нужно дождаться, когда уровень воды опустится до отверстия в бутылке и в бутылку начнет заходить воздух. Я настраиваю полив на 7 дней. Для этого нужно немного скрутить и сдавить носик. Скручиваем, через пару минут замеряем, сколько секунд между каплями. Для того, чтобы полив работал 7 дней, я настраиваю примерно на 1 каплю в 25 секунд. Чтобы настроить на 2 недели, между каплями должно быть примерно секунд 50-60. Если хотите настроить на месяц, то между каплями должно быть примерно 1,5-2 минуты. Месяц — это для комнатных мелких и средних растений. Чтобы поменять бутылку, необходимо закрыть отверстие пальцем, налить воду, вставить в дно и забыть о поливе на 7 дней. Больше ничего делать не нужно. Все уже настроено и работает само. Во время похолодания, когда растению нужно значительно меньше воды, так как намного меньше влаги испаряется с листьев, данный полив замедляется, потому что при снижении температуры увеличивается вязкость воды. И наоборот, когда жарко, когда растениям нужно больше воды, полив немного ускоряется. Ночью также происходит замедление, так как температура снижается, растениям нужно меньше воды. Во время дождя дно бутылки заполняется дождевой водой, и так как уровень воды поднимается выше отверстия, то вода из бутылки не расходуется, что также является весомым преимуществом данного полива. Вот еще покажу немного другой вариант капельного полива. Бутылка расположена лежа, и для отбора воды используют тоже носик из тряпки и фольги. Данный вариант работает с небольшим постоянным замедлением, потому что уровень воды постепенно падает.
но тоже работает хорошо и как вариант тоже может кому-то из вас пригодиться. Также можно использовать баклаги объемом 6 литров, тот же самый принцип, но так как сама баклага 6 литров и дно также из 6-литровой баклажки, они плотно входят друг в друга. Чтобы воздух попадал в баклагу, нужно вставить возле отверстия какую-то палку. Долить воду достаточно просто в такую бутылку, закрываем отверстие, откручиваем крышку и доливаем. Такой баклаги хватает на месяц полива в открытом грунте. Я посадил много растений под такой полив и в виде рассады, и через посев семян. Эксперимент заключается в том, чтобы посмотреть, достаточно ли такого полива для нормального развития растений. И какой будет урожай по сравнению с обычным капельным поливом. Кому интересно следить за экспериментом, подписывайтесь на канал, комментируйте, предлагайте свои варианты. Такой полив можно применять и для домашних растений. Отрезаем дно у 2-литровой бутылки сантиметров 10, вставляем в него 1,5-литровый, отмеряем уровень. Делаем отверстие примерно 1,5 на 1,5 сантиметра. Берем кусок тряпки шириной сантиметра 2 и заворачиваем ее в фольгу. На подставку ставим дно бутылки. Вставляем бутылку с водой и заполняем дно полностью. Сгибаем носик и вставляем в бутылку. Ждем 5-10 минут и полив начинает работать. Когда вода опускается к отверстию в бутылке и в нее начинает поступать воздух, тогда нужно отрегулировать носик. Для этого скручиваем его и через несколько минут делаем замер. Для такого маленького растения я выставил 1 каплю в 1 минуту, чего достаточно на 2 недели полива. Вместо бутылок можно использовать и другие подходящие емкости. Все зависит только от вашей фантазии. Всем спасибо, друзья. До свидания.